Доброго всем дня! Сегодня у нас 29 августа 2023 года, Харьков. Я продолжаю свой видеодневник. У нас пасмурная погода, я думаю, польет дождь. Вторник. И по поводу обстановки, для меня лично ночь прошла тихо. Я ничего не слышала, я прекрасно спала. Воздушная тревога, по-моему, ночью была, если я не ошибаюсь. Я уже сквозь сон начинаю не совсем понимать, где сон, где уже реальность. И поэтому насчет тревог я начинаю путаться. За эти 1,5 года произошло какое-то привыкание к тревогам. Меня это беспокоит. У меня возникает вопрос, а как же мы в мирное время будем жить без тревог? Дай бог жить без тревог. Еще раз оговорюсь, что я рассказываю исключительно о том, что я видела, слышала. Поэтому и вот если я говорю ночью тихо, это исключительно из моих слов. Бывает, я что-то просыпаю. Бывает и такое, когда я слишком устаю, я просыпаю взрывы. Но вроде бы эта ночь прошла спокойно, слава богу. Дай бог, чтобы все остальные ночи были тихие и спокойные. Я вам сейчас хочу рассказать одну историю, которая немного меня повергла в шок. А затем еще кое о чем с вами поговорим. Итак, мне написала несколько дней назад под видео одна женщина в комментариях. Возможно, вы видели этот комментарий. По-моему, под видео с барахолки. Таня. Она разыскивает родственника. У нее нет номера телефона, у нее есть только адрес. Сейчас она находится в другой стране. Ей очень важно знать, что с человеком, с ее родственником, он жив или не жив. Просто узнать. Вот она, если есть возможность туда съездить, она обращалась к другим харьковским блогерам, как она написала. И никто ничего ей не помог. Я написала ей свою почту, написала, что напишите мне, пожалуйста. И вот мне написала женщина на почту. Я не буду разглашать имя, это не мое дело, да, ко мне просто обратились с просьбой. Она сказала, что, вот еще раз говорю, разыскивает родственника, связь оборвалась, она не знает, жив человек, не жив. Я так понимаю, человек уже пожилой, ее родственник. И для нее просто важно узнать, что с ним все в порядке, с ним все хорошо. У нее есть только адрес. И если есть возможность, чтобы просто съездить узнать. Я сказала, что без проблем, если просто съездить узнать, я могу. По адресу я ничего здесь такого зазорного не вижу. И просто написать ей в комментариях, что потом на почту, что с человеком все в порядке. В принципе, мы все люди, и я прекрасно понимаю, жить вот так вот, переживая, когда в стране, где идет война, непонятно что с твоим родственником, это страшно. И она еще написала, что она обращалась к какому-то харьковскому, она многим писала, но какой-то харьковский блогер согласился ей помочь за донат. Он всем помогает всегда, снимает ролики о том, что помогает. Я не знаю, честно говоря, о ком идет речь. В общем, когда она сказала, что сейчас проблема с деньгами, и она не может оплатить эту услугу, ей просто хотя бы узнать, что человек жив, то он ее просто заблокировал. У меня очень много вопросов. Мне вот интересно, если человек сам находится в Харькове, с каких это пор вообще для нас все стало за деньги. То есть все стало иметь какую-то цену, все за деньги, денег нет, и помочь нельзя, да? Я не буду дальше говорить, потому что мне интересно ваше мнение. Вот что вы напишете по этому поводу. Мне очень интересно. Мне кажется, что мы уже достигли, может быть, потому и войны происходят, да? Потому что все стало за деньги. Потому что люди перестали понимать, что есть вещи, которые невозможно купить и продать за деньги. Есть совесть, есть понятие о чести, есть понятие о сочувствии.
Есть еще такое понятие, как эмпатия. Я не знаю, присуще ли оно большинству человечества, но я очень на это надеюсь. Когда придет осознание того, что самое главное в жизни, а что нет. И действительно, не каждый человек сейчас, даже находясь в мирной стране, он может быть в совершенно разном положении, и не факт, что он может за что-то заплатить. В общем, ладно. Давайте еще я хочу ответить на такие несколько комментариев. Ну, как ответить? Сказать свое мнение. Под видео тоже с барахолки возникли у людей комментарии. И как же можно продавать свои фотографии? Кто вообще продает свои фотографии? Ну, зачем их покупают, я уже говорила во многих роликах. Покупают их коллекционеры, покупают их дизайнеры, покупают их собиратели, покупают их, чтобы восстановить, допустим, кто делает реконструкцию старых эпох, каких-то сражений, тоже покупают старые фотографии, но в основном, конечно, это коллекционеры. И кто их продает, и если там возникли такие споры у людей, перепалки, кто продает фотографии, если у людей какая-то совесть вообще продавать семейные фотографии, и для чего люди сейчас Украины всячески пытаются избавиться от всего, что нажито прошлыми поколениями непосильным трудом. У нас пошел дождь, уже покрапывает. Это плохо, потому что мне сейчас надо отправляться в путь. Ладно, отправимся с зонтиком. Так вот, по поводу фотографий, я хочу сказать, что не стоит судить людей, то, что они продают фотографии своих родственников. 99% это люди продают не фотографии своих родственников. Понимаете, вот я на личном опыте за более 10 лет занятия покупкой, приобретением подобных вещей хочу сказать, что люди уходят, люди умирают. Бывает такое, что у людей нет ни детей, ни внуков, никого, ни родственников. А бывает, что есть дети, внуки, родственники. Ну, в общем, когда люди уходят, их имущество очень часто оказывается просто на помойке. Потому что наследников в 90% случаев интересуют исключительно квадратные метры, жилплощадь. Ну и в основном 90% случаев это продается. И чтобы перед продажей быстро освободить жилплощадь, все выносится, оказывается, на мусорке. И очень часто фотографии, которые уже продают продавцы на барахолке, это как раз вот те спасенные чудом вещи, которые попали на мусорку из чьих-то квартир, домов. Бывает еще такое, что люди, купив дом, находят в нем чемодан с фотографиями неизвестных людей. Ну вот представьте, приобрели квартиру или дом. Они думают, зачем нам это? Есть два варианта пути. Выбросить это, либо отнести в скупку или коллекционерам, или на барахолку. Такое тоже бывает. Когда это люди неизвестные. Бывает такое, что и когда известные люди... У меня такое было, когда женщина сказала, это моя бабушка, это моя прабабушка, прапрабабушка. Но вы знаете, приходит время, и я хочу, чтобы это при моей жизни попало в хорошие руки, чтобы память моих предков и эти фотографии не сожгли когда-то. Кстати, про сожгли сейчас тоже интересная вещь скажу. А то, чтобы они продолжали жить. Вот знаете, есть такое поверье, это не в нашей культуре и не в нашей стране, это в другой стране есть такое поверье, что вот пока о родственниках помнят, то их души живут в другом мире. И я не говорю, мы это к себе не относим, я просто говорю о том, что действительно вот когда это кто-то сумеет сохранить, очень часто люди берут, вот у меня была такая история и не одна, когда люди получали в наследство дом, а там их фотографии, их бабушек, прабабушек, и женщина взяла все и сожгла. И я прихожу, она говорит, а фотографии старые я сожгла. Я говорю, а зачем? Она говорит, а чтобы на них никто не наколдовал, чтобы ничего не случилось вот такого страшного, чтобы на наш род не напустили проклятие. Ну, то есть, ребят, я рассказываю то реально, с чем я сталкивалась. Таких историй еще много. В одно видео это невозможно уложить. Поэтому, если вам интересно, я буду рассказывать по мере возможности подобного рода истории. Всем хорошего дня.
хорошего настроения, мирного неба, крепкого здоровья. И помните самое главное, что кто бы что ни говорил, все войны заканчиваются миром. Не забывайте подписаться на канал, кто еще не подписался, и поставить этому видео палец вверх.